28. Спасибо. Мужчины? Ага. Артисты. О. Я их как увидела, сразу узнала. Вот здесь, ну как его, пес Барбос. Вот. А вот здесь тоже какой-то смешной. Простите, ошибся. Нет, не ошибся. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы едете сами? Наверное. Располагайтесь, пожалуйста. Спасибо. Далеко едете? До Новосибирска. О, значит, с нами до конца. Здравствуйте. 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 Ну вот, едем вместе до самого Новосибирска. Очень рад. Очень приятно. Прошу вас. Спасибо. Как сказал старик Эйнштейн, все на свете относительно. Давайте еще раз. Не надо. Серьезно, не беспокойтесь. А Эйнштейн, между прочим, никогда и ничего подобного не говорил. То есть как не говорил? О теории относительности? Вы с ним не спорьте. Он едет сниматься в роли молодого гениального физика. Тем более. Вам следовало бы знать, что такое теория относительности. А кто ее знает? 5,5 человек во всем мире. 5,5 миллионов, вы хотите сказать, если не больше. И в том числе, разумеется, вы? Да, и в том числе, разумеется, я. Да 5,5 миллионов притворяется, что понимает. Боятся прослыть дураками. А я прямо говорю, я не знаю. Очень плохо. Нашли чем хвастать. А вы просветите нас. Правильно, расскажите. Все равно делать нечего. Путь далекий, домино нет. А вы в этом фильме, наверное, академик играете? Нет, не доверили. Академики нынче вот в таком роде. А я сторожа играю. Ну, мне все равно интересно. Ну, правда, расскажите. Как-нибудь в другой раз. А мне что объясняй, что не объясняй. У меня к точным наукам никакой склонности нет. У вас нет интереса, а не склонности. Вы не правы, интерес есть. Но только я заранее знаю, что я ничего не пойму. Напрасно. Понять можно все, если захотеть. И не бояться думать. Так вот, я хочу понять. Объясните, пожалуйста, что это такое теория относительности? Хорошо. Вот сейчас поезд пойдет, и если вы этого действительно хотите, я попробую вам кое-что объяснить. А поезд уже пошел. А вы посмотрите в это окно. Обман зрения. Это товарно идет, но полное впечатление. Совершенно верно. Но только это не обман зрения. Мы действительно движемся мимо товарного поезда. Да-да-да. Это так же верно, как то, что он движется относительно нас. Ах, вот что такое теория относительности. Нет, это знает любой восьмиклассник. Во всяком случае, должен знать. Всякое равномерное и прямолинейное движение относительно. Так, а не может ли ваш восьмиклассник объяснить нам, что это значит? Может. Вот, посмотрите, мы уже едем. А что изменилось в вагоне? Да вроде бы ничего. Конечно. Мы говорим, что поезд поехал только потому, что меняется фон за окном. Мы движемся относительно станции, но и станция точно так же перемещается относительно нас. Обе системы, как физики говорят, равноправны. Это вы наш вагон назвали системой? Да, вагон, дорогу, платформу, все что угодно. А он только систему Станиславского знает. Выходит, системой может быть любой пешеход? Конечно. А, кстати, с какой скоростью вы ходите? Ну, скажем, 5 километров в час. Вас устроит? Вполне. А теперь вообразите, что мы едем с вами в прозрачном вагоне. Вы идете по вагону со скоростью 5 километров в час. Скорость поезда 60 километров. Скоростью вы приближаетесь к нам. Ну, разумеется, 5 километров. Скорость поезда здесь ни при чем. Верно.
Ну, а к людям, которые стоят на платформе? Тоже ясно. 5 плюс скорость поезда 60. 65 километров в час. Точно. Так, значит, относительно нас 5 километров в час, а относительно платформы 65. С какой же скоростью вы двигались на самом деле? Нелепый вопрос. Здесь 5 километров в час, там 65. И то, и другое на самом деле. Отлично. И то, и другое на самом деле. Пожалуйста, запомните эту блестящую формулировку, она нам еще пригодится. Итак, движение относительно, скорость тоже. Вы согласны? Допустим. И что же это и есть теория относительности? Нет. Это все еще обычная школьная механика. А теория относительности начинается с удивительной загадки света. Вы помните, какова скорость света? Да. Что-то очень много. 300 тысяч километров в секунду. Чудовищно. Действительно, трудно себе представить. Но еще удивительнее то, что это предельная скорость. Она не бывает ни больше, ни меньше. Вот в чем трагедия. Непонятно. Если лампа приближается ко мне, то к скорости света прибавится скорость лампы, и свет дойдет до меня быстрее. Увы, многочисленные и тончайшие опыты показали, что это не так. Скорость света всегда одинакова. И не зависит от того, движется источник света или нет. Если даже вообразить, что наш вагон мчится почти со световой скоростью, то и тогда свет от него побежит не быстрее, чем от неподвижного прожектора на платформе. Значит, один фонарь стоит на платформе, а другой мчится вместе с вагоном. И оба луча пойдут с одинаковой скоростью. Да. И оба придут одновременно. Да. Это действительно странно. Но, знаете, я не вижу в этом особой трагедии. Вот как? Ну что ж. Кстати, а что это значит одновременно? Одновременно это одновременно. Ну, это значит в один и тот же миг. Допустим. А что такое же миг? Вы знаете, это уже не серьезно. Нет, серьезно. Вы это сейчас сами увидите. Вообразите, что в нашем вагоне передние и задние двери открываются автоматически по световому сигналу. Свет зажигается точно посередине вагона. Какая дверь откроется раньше? Ну, это ясно, они откроются одновременно. Почему? Очень просто. Двери одинаково отстоят от источника света. А скорость света, как вы сами сказали, во всех направлениях одинакова. Блестяще. С точки зрения пассажиров этого поезда вы совершенно правы. Ну, а что сказали бы дачники, которые стоят на платформе? А какие умные дачники? Ну, допустим. Умные дачники сказали бы то же самое. Нет, вот как раз умные дачники сказали бы совсем другое. Скорость света, сказали бы дачники, не зависит от скорости поезда. Значит, и с нашей точки зрения лучи пойдут с одинаковой скоростью к обеим дверям. Но задняя дверь идет навстречу сигналу и откроется раньше, а передняя уходит от света и поэтому откроется позже. Не уловил еще раз, пожалуйста. Пожалуйста. Скорость света не зависит от скорости поезда. Значит, для дачников, как и для нас, оба луча идут с одинаковой скоростью. Но передняя дверь уходит от света, а задняя идет навстречу лучу. Раньше откроется задняя дверь, а потом передняя. Черт-те что. Действительно так. Выходит, события, одновременные для одних людей, могут быть не одновременными для других. Совершенно верно. Вы все поняли? Нет, я ничего не понял. Это бред какой-то. Простите, нет?